Вы, наверное, уже видели и щупали айфоны 17, 17 Air и 17 Pro и Pro Max. Знаете про то, что прошки очень сильно царапаются из-за алюминиевого корпуса. И в целом общественность новые телефоны не восприняла супер хорошо и позитивно, как это бывает с абсолютно любыми айфонами. И лишь через время эти телефоны находят своих пользователей, через время эти телефоны принимают в общество и потом ценят. Сегодня на обзоре у нас iPhone 12 Pro Max. Как же он чувствует себя в 2025 году? Актуален ли он сейчас? Можно им пользоваться в 2025 году? Какая автономность у аппарата на 2025 год? И какая камера? Вроде бы iPhone 12 Pro это телефон довольно нового образца, с новым дизайном, но там есть что обсудить. Много кто реально вспоминает с улыбкой те времена, когда выходил iPhone 12 Pro. Он казался супер нудным и скучным, но в то же время довольно революционным по меркам всех айфонов. Как минимум именно в этом телефоне появились плоские грани. Точнее, их вернули обратно. Именно с этого телефона все прошки начали выглядеть реально классно и премиально. Конечно, он не такой тонкий, материалы корпуса у него не такие современные, как у новых аппаратов. Но он такой же родной, как и был раньше. У него очень много минусов. Его лучше не стоит обновлять на последнюю версию iOS, потому что он работает довольно медленно на этой версии. У него уже плохая автономность, и камера не такая крутая, как могла бы быть. Самое крутое, что сделала компания Apple в этом телефоне и практически в каждом новом айфоне, это стабильность. Этот телефон до сих пор получает все обновления и на старых версиях iOS работает безупречно. Да, у него еще стоит старый Lightning, не Type-C, его придется отдельно заряжать от других гаджетов, потому что у вас у всех, я уверен, в доме Type-C. Этот iPhone не наделен искусственным интеллектом. Фотки не обрабатываются без твоего разрешения и фотографируются так, как они есть. Естественно, хорошо, как это было раньше на айфонах. Сейчас же телефоны от Apple очень сильно обрабатывают фотографии с помощью нейросетей. iPhone 12 Pro просто делает снимок такой, какой он есть. И это его шарм. После всей этой заварушки с Apple Intelligence, с искусственным интеллектом, люди начали ценить естественные фотографии, которые не обрабатываются при съемке. Да, фото на него выглядят не такими вылизанными и идеальными, как на последней версии айфонов, но они сделаны с душой. На данный момент iPhone 12 Pro на барахолках по типу Авито стоит ну просто копеек. Его можно найти за 20-25 тысяч рублей в нормальном состоянии. Его покупают не за самыми лучшими характеристиками, не за тем, чтобы он тебе отлично запускал все современные мобильные порты игр. Его покупают именно ради атмосферы, когда всю нашу жизнь еще не окутывали нейросети. Я им пользовался как основным телефоном на протяжении 2 недель, и мне этого хватило для того, чтобы составить какое-то мнение о этом телефоне. Кратенько пройдемся по характеристикам. Дисплей у него довольно маленький по современным меркам, 6,1 дюйм, при том, что базовые айфоны сейчас 6,3 дюйма. Очень надежный процессор A14 Bionic, проверенный временем. Конечно, уже не супер актуальный, много чего он не поддерживает, но все еще работает как лошад. Единственное, что не изменилось, защита от воды. IP68 там стоит с испокон веков. И просто поражает емкость его аккумулятора. 2800 махов, это очень мало, но в целом на день мне хватало, при том, что телефон прошел через огонь и воду. И да, в этом телефоне уже есть сканер лидар на камере. В общем, по сравнению с новыми аппаратами, это довольно устаревший вариант, но все такой же родной. Когда берешь его в руки, будто перемещаешься на 5 лет назад, и так и есть. Сейчас для базовых задач, листания ТикТока, ведения Инстаграма, фотографий и прочего, этот телефон все еще остается в целом актуальным. Фотографии на него выглядят довольно хорошо, но не так идеально, как это могло было быть, и в этом его шарм. По автономности, опять же, ситуация спорная, очень много времени прошло, много у кого телефоны с мененными батареями, а у кого они не менены, ну, телефон уже не сильно хорошо держит заряд. Мой экземпляр имел 74% АКБ, и этого мне хватало в целом чуть больше, чем на полдня. У него есть широкоугольная камера, на которой можно делать потрясающие снимки. В целом есть все еще неплохая стабилизация, не как на новых айфонах, но все же она есть. Он может в 4К 60 FPS съемку. У него неплохая фронтальная камера. Как видео, так и фото он делает просто потрясно. При хорошем освещении можете сделать очень классные фотографии, которые будет не отличить от современных айфонов. Каким бы он ни был хорошим, какие бы у него не были классные фотографии, все еще приемлемая автономность, нормальный процессор.
он устарел. Очень проблематично будет найти относительно живой вариант на Авито, потому что телефоны прошли опять же через огонь и воду. Если подводить итог, iPhone 12 Pro действительно превосходный телефон с классной камерой, классной батареей и классным процессором, но на данный момент пользоваться им как основным телефоном я бы не рекомендовал. Если вы хотите купить относительно бюджетный iPhone, рассматривайте хотя бы 13 модели, от 13 до 13 Pro Max. Они еще могут себя показать и в автономность, и в процессор, и в камеру, и в скорость работы. Этот же телефон морально все. Спасибо, что посмотрел это видео, надеюсь, оно было тебе полезным. Подписывайся на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, в котором я, возможно, буду проводить конкурсы на тех. Всем пока-пока.